Дорогие зрители, всем привет! Я представляю вашему вниманию пятерку самых умнейших существ в этом мире. Что ни странно, они справляются с такими задачами, с которыми не справляются даже многие люди. Пожалуй, первое существо, с которого я хочу начать, вы будете в шоке. Это дельфин. Но как рыба может быть умной? Ну, во-первых, дельфин это не рыба, а млекопитающее. У него нету жабр, как у обычных рыб. И поэтому они не могут дышать под водой. Они, как и мы, люди, дышат воздухом. Дельфины всплывают на поверхность, набирают воздух и обратно погружаются в воду. По сути дела, вот так они и дышат. Теперь хочу рассказать, почему дельфины считаются умнейшими существами. Вы знали, что головной мозг дельфина по сложности строения не уступает мозгу человека? В нем даже больше извилин и нервных окончаний. Дельфины очень легко поддаются дрессировке. Их можно обучить любым движением, и это не составит даже никакого труда. Ведь дельфины очень точно понимают человека и его команды. Еще одним из показателей того, что дельфины умные создания, является то, что дельфины крайне эмоциональное животное. Они умеют проявлять радость и грусть. Что ничто, но это явный показатель того, что дельфины по-настоящему одни из умнейших созданий в этом мире. Еще одно самое умное существо в мире – ворон. Вороны являются самыми умными птицами из всех птиц в этом мире. Хоть у ворона мозг маленький, однако же ворон, хочу вас поразить, способен решать многие задачи, даже очень сложные, где нужна логика. Недавно с вороном провели такой эксперимент. Вот в этой специальной конструкции лежит кусок мяса. Задача ворона – достать этот кусок мяса с этой конструкции, но не все так просто. Клюв ворона не пролезет через эту конструкцию. Надо что-то тонкое и длинное, чтобы достать этот кусок мяса. Длинная и небольшая по толщине палка идеально подойдет для этого. Но есть одна проблема. Она лежит уже в другой конструкции. Ее так просто не достать. Ворону нужно проявить смекалку. В этих трех ящиках лежит по одному камню. Если использовать эти камни правильно и кинуть их в отверстие конструкции, где лежит длинная палка, то конструкция выкинет эту палку, и ворон спокойно ею сможет достать кусочек мяса. Но тут опять незадача. Камни-то ворону клювом не достать. И что делать? Рядом со всеми этими конструкциями подвешена веревочка, на которой есть небольшая палочка, которой легко можно достать те самые камни, а дальше вы уже сами знаете что. Но главный вопрос, сможет ли ворон решить сложную задачу? Что ж, давайте посмотрим на действия ворона. Эксперимент начинается, и ворона запускают. Он сразу же увидел кусочек мяса, но понял, что не сможет его достать, поэтому он начинает осматриваться. Ворон замечает нитку. Он увидел, что на конце есть палка, поэтому он забирает ее. Он пробует ею достать кусочек мяса, но палка слишком короткая, чтобы дотянуться. Он видит камни и принимает решение их достать с помощью маленькой палки. Ворон достал все камни. Но теперь он не понимает, что с ними делать. Он снова начинает осматриваться. Ворон сообразил, камни нужно кидать в отверстие конструкции, где есть длинная палка. Сначала кидает один камень, потом второй, а затем последний, третий камень, и конструкция выкидывает ему длинную палку. Не задумываясь ни секунды, ворон направляется к конструкции с кусочком мяса, где с помощью длинной палки легко достает приз за правильно решенную логическую задачку. Данный эксперимент показал нам, вороны гениальное и очень умное создание, которое, имея небольшие размеры мозга, способны решать сложные и логические задачи. Было бы нечестно с моей стороны не рассказать про слонов, ведь слоны тоже очень умное создание. У них самый большой мозг из всех наземных животных, а нейронов у них в 3 раза больше, чем у человека. Но это не говорит нам о том, что они умнее людей. Они умные, и даже очень. Слоны демонстрируют невероятные и впечатляющие умственные способности. Например, вы знали, что слоны могут различать человеческие языки, могут по звуку определить пол и возраст человека. Это правда. Был даже проведен эксперимент, который это подтвердил. Еще слоны считаются умнейшими созданиями, потому что они обладают отличной памятью. Они легко запоминают маршруты, свою семью и даже человеческие лица. Слоны также способны выполнять сложные своего рода задачи. Например, если они не дотягиваются до фрукта на дереве, то они легко найдут решение этой проблемы и воспользуются какой-нибудь длинной палкой, чтобы достать фрукт. Это умно. Слоны также очень любят играть. Они обожают игры. А животные, которые любят игры, как правило, обладают высоким интеллектом. Кроме того, слоны очень творческие натуры. Они умеют рисовать и даже играть на музыкальных инструментах. Конечно, как я не мог не рассказать про собаку и кошку, ведь это не только любимые домашние питомцы, но и тоже очень умные создания.
Как вы знаете, собаки легко поддаются дрессировке, легко понимают человека и человеческий язык. Собаки даже могут считать до 5 и выполнять несложные вычисления. Умеют проявлять эмоции, грусть и радость и так далее. Собаки очень любят играть, даже обожают. Собака– друг человека. Она обладает хорошей памятью, ведь найти хозяина собака найдет из 1000 людей. Что о котах? Коты тоже невероятно умные. Они обладают безупречной памятью. Также безумно любят играть в игры. Хоть коты не выполняют человеческих команд, однако же кошки прекрасно понимают, что им говорит человек. Просто они не хотят это делать. А еще одним из показателей того, что коты умные создания, является то, что они невероятно любопытны. Они всегда в предвкушении изучить что-то новое для них. Они не остановятся. Любопытство у них это заложено. А теперь я расскажу про самых умных существ этой планеты. После человека, конечно. И это шимпанзе. Шимпанзе невероятно сообразительны. Они способны общаться на языке жестов. Они умеют использовать подручные средства в качестве инструментов. Они охотятся не голыми руками, а создают настоящее оружие. Копье, например, для охоты. Что, конечно, добавляет плюсик к ихнему интеллекту. 12 лет назад был проведен эксперимент с шимпанзе. Его сажают в комнату перед монитором. На этом мониторе в разных местах цифры от 1 до 9. И задача шимпанзе– запомнить цифры и угадать их последовательность. И вы знаете, я удивился, шимпанзе справляется с этим на ура. Не зря эти создания самые умные в мире, если не брать человека, конечно. Цифры надо запомнить за секунду, где какая лежит, и угадать последовательность. Это не так уж и просто, даже не все люди на такое способны, понимаете? Это свидетельствует о очень высоком интеллекте у шимпанзе. Дорогие зрители, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, а всем пока, до встречи в следующем видео.